Чтобы сделать правдивый ролик о газоне, потребовалось 2 года, пока вот этот вот газон рос, набирал сил. Газон Canada Super Green, ему уже 2 года, а вот тот, который вот на заднем плане, это только высажен газон. Что нужно сделать, чтобы он получился такой красивый, густой, пышный? Главное соблюсти все мероприятия, все этапы. У нас была экспериментальная площадка где-то 8 на 3 метра. Можно грунт выбрать и засыпать новым, как мы сделали это 2 года назад. Или же, как сделали сейчас, перепахали где-то 2 раза, где-то 3 раза. И после каждого раза выбирали сорняки и корни. Потом следует выравнивание граблями, просто там, где нужно разбить комки земли. После выравнивания граблями идет трамбовка. Ее можно делать как вибротрамбовкой, виброплитой, либо можно делать, как я, куском асбестцементной трубы диаметром 250 мм, исполняя на ней танец девочки на шаре. Это тоже вариант. После того, как в первом приближении выровнен грунт либо трамбовкой, либо трубой, либо, кстати, садовым катком, это правильное решение, следует подсыпка грунта в ямки, которые там образовались, где образовались пустоты, чтобы площадь под газоном была максимально ровная, чтобы можно было без проблем ходить газонокосилкой. Можно, конечно, косить и триммером, что я делал в первое время, но потом мне подарили вот такую аккумуляторную газонокосилку, и теперь все гораздо проще и, самое главное, приятней. После того, как финальное сделано выравнивание земли, подкидываем землю, снова трамбуем, подкидываем, трамбуем, выравниваем. Нужно пройти веерными граблями, причем только чуть-чуть взъерошить грунт, чтобы он был несколько такой рыхленький. Далее вносим семена. 40 грамм на квадратный метр вполне хватает, чтобы взошел нормальный газон. 40 грамм это 2 моих хороших горсти. Вбрасываем и распределяем на квадратный метр. Ну, плюс-минус трамвайная остановка там особой роли не играет. После вброса семян нужно замульчировать все это хозяйство. Для этого мы сеяли, потом посыпали семена песком. Песок должен быть просеян от глины и от мелких камней, чтобы потом они не попадали в газонокосилку и не забивали ножи. По-хорошему, конечно, нужно посыпать из расчета полсантиметра, сантиметр слой, чтобы песок именно так лег. Но это достаточно большой расход песка, поэтому мы посыпали на глазок. После песка идет снова утрамбовывание того, что получилось. Разрушаются маленькие комочки земли, они присыпают семена, и песок еще равномернее распределяется. Ну а потом нужен обильный полив каждый день. То есть сейчас у нас эту функцию выполняет дождеватель, это очень удобно. Потом, возможно, будет какая-то автоматизированная система полива. Но, конечно, никто не исключает полив из леек, из шлангов. Главное не забывать, потому что вот первые 2 недели семенам нужна влага. Ну, если, вот как сейчас у нас идут ливни, можно обойтись без полива. Но если видим, что солнышко, надо обязательно к вечеру семена полить. Какая бы крутая там газонная смесь не была, естественно, не будет густого газона сразу же после всходов. Все равно будут какие-то проплешины. И не надо там досевать, не надо загоняться по этому поводу. После того, как трава взошла, пусть она недельку постоит, и нужно ее сразу покосить. Даже если это проплешины, но все равно нужно то, что взошло, нужно покосить. Это способствует тому, что корневая система травы укрепляется, она распределяется, разрастается по поверхности, и потом газон становится крепче и гуще. Ну и вот сейчас мы видим, вот я вижу, что предельная густота уже, то есть на этом газоне приятно сидеть, лежать. Вот тут у меня ноутбук стоит рядом, косилка, я сижу, то есть у меня здесь подо мной ничего не подложено, и несмотря на то, что 2 или 3 дня шли ливни, здесь не мокро. Если вы намерились сделать хороший газон себе, те этапы, которые я перечислил, а потом я вот здесь еще их покажу в коротком ролике, их нельзя пропускать. То есть все они очень важны.
И когда у вас газон зайдет с проплешинами, я потом на фотографиях в ссылке покажу это, не стоит печалиться. Все равно через год он будет вот такой. Он разрастется и будет обильным и мягким. Наверное, я рассказал все. Естественно, у кого-то есть другой опыт, но у меня опыт вот такой, он положительный, и мы начинаем его масштабировать. То есть наша четверть сотки сейчас в этом году должна трансформироваться до 2, может быть, 3 соток газона. Напишите в комментариях, как вы сделали правильно, или, например, что я сделал неправильно. Те, кому понравилось, лайки.